Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, пожалуйста, устраивайтесь поудобнее, приглашайте к экранам своих друзей и знакомых, обязательно подписывайтесь на наш канал, пересылайте это видео через кнопку «Поделиться», пересылайте это видео по электронной почте, пересылайте это видео по социальным сетям. Тема сегодняшнего видео звучит так. Как решиться на перемены, 8 сфер колеса жизненного баланса. Это видео будет включено в плейлист «Февраль» и будет посвящено тому, как мы будем достигать своих поставленных целей. Как правило, Новый год начинается с двух полезных вещей. В январе мы встречаем многочисленные праздники. Это дополнительный повод встретиться с друзьями, знакомыми, любимыми, немножко отдохнуть от насыщенного декабря прошлого года, а февраль – это месяц, когда мы возвращаемся к своим целям, понимаем, что уже для достижения целей осталось всего 10 месяцев, если мы будем считать с марта месяца по декабрь, и что нам делать в данной ситуации. В предыдущем видео я уже рассказывал, что основная миссия колеса жизненного баланса Long Swim – это стремление к профессиональному и личному долголетию. Итак, два основных преимущества профессионального и личного долголетия. То есть одно преимущество личного долголетия заключается в том, что вы все свои планы, которые поставили на свою долгую и счастливую жизнь, имеете необходимое время, чтобы они реализовались, даже если вы к своим планам будете идти очень маленькими шагами. Для тех, кто привык к бурной, стремительной жизни, долголетие означает, что вы можете успеть насладиться всеми яркостями жизни, успеть свои профессиональные планы, личные планы, сделать кучу совместных планов, ну и если у вас будет такое желание прийти к миссии, сделать окружающий мир чуть-чуть лучше, чуть-чуть счастливее, у вас это тоже получится. Основное преимущество долголетия в профессиональной деятельности заключается в том, что по мере того, как вы набираете своего профессионального опыта, ваш опыт становится более ценным, в вашей отрасли, где вы работаете, и ваш опыт тоже может быть ценным, если вы переходите в другую специальность, в другую сферу работы или открываете новый бизнес. Основная особенность колеса жизненного баланса Long Swim говорит о том, что мы наш предыдущий опыт можем легко использовать в новых каких-то сферах деятельности, в новых хобби. Мы можем через сферу личностного роста получать новый опыт достаточно быстро, поскольку мы уже понимаем, зачем нам нужен новый опыт, новые знания. Мы новые знания и новый опыт успешно трансформируем в свою счастливую, насыщенную жизнь. Я намеренно говорю, что у вас счастливая и насыщенная жизнь, потому что я надеюсь, что если вы в своей жизни поставили какие-то свои амбициозные или не очень амбициозные цели, они обязательно у вас случатся, и ваша жизнь будет наполнена радостью от того, что вы идете к своим целям вместе со своими друзьями-единомышленниками. Я в это искренне верю. Надеюсь, вы в этом начинании будете меня поддерживать. Поэтому обязательно делитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми. Это повод обсудить вашу личную жизнь. Это повод еще раз дать нам обратную связь, есть ли в наших видео что-то интересное, полезное, новое, занимательное, инновационное. Если вы хотите предложить какую-то новую тему или у вас есть какая-то информация, которая будет полезна другим нашим зрителям, поклонникам, последователям, подписчикам, пожалуйста, пишите об этом в комментариях. Если тема окажется очень интересной, мы по нему выпустим обязательно новое видео. Для тех, кто о колесе жизненного баланса Long Swim по воле случая ничего не знает, я вкратце постараюсь рассказать. Колесо жизненного баланса Long Swim представляет свой круг, который разделен на 8 равных частей. Эти 8 равных частей отражают всю нашу насыщенную жизнь. Основное преимущество разделения всей нашей жизни на 8 основных частей, мы их называем сферы, это поставить по каждой сфере свои планы, к чему мы стремимся. Постановка этих целей дает нам возможность легко находить единомышленников,
дает нам возможность достаточно быстро принимать решения, которые ведут к нам, к нашей цели. И это дает нам возможность постоянно анализировать, что у нас получается хорошо, что у нас получается не очень. Это позволяет нам принимать достаточно легкое решение о том, что мы не можем все фактически знать. Некоторые знания нужно получать на регулярной основе, некоторые знания нужно получать, потому что они расширяют наш кругозор. И в колесе жизненного баланса очень много времени уделено тому, что если вы занимаетесь своим любимым делом, в том числе и хобби, это дает нам дополнительную радость в нашу повседневную жизнь. И мы сейчас плавно переходим к тому, что значит перемены в вашей жизни, как часто должны проходить перемены и какую выгоду мы можем получать от тех перемен, которые сами инициировали в своей жизни. В колесе жизненного баланса Long Swim есть такое правило, постулат, который говорит о том, что все, что происходит в нашей жизни, происходит по нашему намерению, то есть мы это заранее спланировали, или мы оказываемся по счастливому стечению обстоятельств или там, по разным обстоятельствам в такой гуще событий, что нам нужно к этим событиям как-то адаптироваться, проверять, как эти события влияют на наши жизненные планы и какие новые возможности эти события нам несут. Мое личное мнение, что 2/3 событий в нашей жизни все-таки должны происходить по нашему запланированному сценарию. Люди в состоянии 0,4, они, скорее всего, этот тезис не будут сильно поддерживать, потому что им нравится вот это вот экспромт, внезапность, импровизация. Люди, которые находятся в состоянии 4-8, они больше сосредоточены на своих целях, понимают, что достижение своих целей – это фундамент долгосрочной, более спокойной, размеренной жизни. Люди в состоянии 8-10 – это визионеры. У них самая главная миссия – это пытаться этот мир наполнить более новой энергетикой, наполнить этот мир каким-то новым видением. Желательно это видение направлено в лучшую сторону. Итак, давайте пройдемся по каждой сфере колеса жизненного баланса и попытаемся проанализировать, какие перемены могут происходить в нашей жизни. Почему я это делаю? Потому что на разных этапах нашей жизни, в том числе в разные периоды года, допустим, в марте актуальны одни сферы жизни, в августе актуальны другие сферы жизни, и каждый в зависимости от актуальности может переключиться на ту сферу, которую я озвучу, поскольку она более актуальна, в ней есть желание разобраться в первую очередь. Итак, мы приступаем. Итак, как решиться на перемены, рассматриваем сферу отношения и семья. Чаще всего люди, которые начинают изучать колесо жизненного баланса, они начинают именно с этой сферы. Те, кто более продвинутые, понимают, что все изменения начинаются со сферы яркой жизни. Мы сейчас рассматриваем перемены в сфере отношения и семья. Для того, чтобы вы понимали, что мы на перемены в своих отношениях, скажем так, в семейных отношениях решаемся тогда, когда мы исчерпали все варианты нашего предыдущего жизненного опыта, когда мы делали неоднократные попытки что-то изменить в семейных отношениях, в отношениях с любимой женщиной, с любимым мужчиной, с любимым человеком, потому что тренд или та тенденция, которая сейчас находится в отношениях, они ведут к дискомфорту, а мы в сфере семьи и отношения хотим видеть такое вот место, где мы заряжаемся энергией, где чувствуем себя спокойными. Итак, потребность в переменах всегда возникает как бы здесь. Основная инициатива в переменах возникает в этой сфере. Многие, кто смотрели «Колесо жизненного баланса» предыдущие, кстати, рекомендую смотреть плейлисты, они тематические, их уже больше 10. Для мужчины две сферы являются важными – карьера и бизнес, друзья и окружение.
И здесь, как правило, перемен особых нет. По статистике, редко кто из мужчин делает резкий карьерный рост. По статистике, редко кто из мужчин затевает новый бизнес, хотя есть для этого возможности. Как правило, круг друзей и окружения у мужчин, он стабилен, растет органически, потому что общение, оно не может как бы мгновенно взлететь. То есть мы ввиду даже развития новых технологий все равно стремимся к персональному общению, когда мы видим человека, видим его реакцию, получаем от него обратную связь, больше ориентируемся на харизму человека, чем на возможность удаленного общения с этим человеком. Итак, мы рассмотрели сферу семья и отношения. У нас здесь возник посыл на перемены. В хорошем случае это связано с построением долгосрочных планов, то есть мы увидели в долгосрочных планах перспективу совместной деятельности. Мы понимаем, что эти совместные планы нам легче реализовать вдвоем, чем поодиночке, и тогда все перемены нужно начинать по традиции со сферы яркость жизни. Основная миссия яркости жизни – это распределение своего времени, формируя баланс между работать, отдыхать, нахождение новых источников силы, нового источника вдохновения, и в состоянии 8-10 в яркости жизни вы уже становитесь сами источником силы, но для этого нужно пройти вот эти вот все этапы, сначала научиться отдыхать и работать, потом нужно найти места силы, это, так сказать, огромный опыт. Как правило, многие ищут источник силы далеко за пределами своего места жительства. Те, кто уже пришли к простой жизненной мудрости, они находят источник силы в любом месте, где бы они ни находились. Итак, какие перемены у нас происходят в яркости жизни, если у нас в сфере отношений и семья возникла потребность в долгосрочных планах? В яркости жизни мы можем интуитивно анализировать, сколько сил нам понадобится для решения этой грандиозной задачи в сфере отношений и семья, и мы начинаем понимать, как у нас изменится режим работаем, отдыхаем, будет ли достаточно того времени на отдых, чтобы восстанавливать свои силы, будет ли у нас хороший предохранитель от эмоционального выгорания, и будем ли мы использовать наши рекомендуемые 2-3 дня в месяц для того, чтобы перезагрузиться от накопившейся усталости за месяц, и будем ли мы использовать свой отпуск, собираемся ли мы менять в своем режиме отдыха что-нибудь. Спонтанное желание всегда возникает пожертвовать своим личным временем и правом на отдых, пробуя делать эту работу традиционным способом, не увеличивая свою производительность, но многочисленные исследования в различных журналах говорят о том, что не нужно сокращать свое время на отдых, нужно больше думать над тем, что из текущих задач можно делегировать, что из текущих задач можно сделать другим каким-то способом. Ну и самое простое – это находить еще единомышленников, которые могут вам помогать в достижении этих целей. То есть мы работаем над своей внутренней эффективностью, над внешней эффективностью, и понимаем, что один из способов достижения – это найти какой-то более простой, более легкий путь достижения цели. Это все происходит в яркости жизни. И мы плавно переходим к сфере духовный рост и творчество. В сфере духовный рост и творчества происходит, так сказать, калибровка наших жизненных ценностей, которые могут измениться с постановкой новой долгосрочной цели. То есть новая долгосрочная цель ведет или к формированию новой жизненной ценности, то есть то, что мы имеем как долгосрочная цель, оно должно обрасти каким-то духовной формулировкой. В противном случае то, что мы приобретем, то, что рождено в сфере отношения и семья, не будет поддержано нашими духовными ценностями. Еще раз напомню, наши духовные ценности – это такая несущая конструкция, вокруг которой строятся все наши действия. Как правило, если у нас с людьми в сфере друзья и окружения есть разные жизненные ценности, дальнейшая коммуникация с этими людьми возникает либо по делу, да, когда нам необходимо с этими людьми взаимодействовать вынужденно, или если у нас жизненные ценности совпадают, мы с этими людьми можем гораздо больше времени
уделить совместным действиям. Если у нас разные ценности, мы не будем с людьми строить какие-то совместные долгосрочные планы, будем участвовать только в каких-то краткосрочных мероприятиях, потому что мало ли какие риски могут возникнуть из-за того, что у нас разные ценности. Итак, в сфере духовный рост и творчества, в хобби могут возникнуть новые тенденции, потому что есть наша рекомендация раз в 10 лет пробовать новое хобби. Это нужно для того, чтобы в нашем мозгу рождались новые нейронные связи. Мы чувствовали мир немножко с другой стороны, и вот эта вот внутренняя работа над собой через хобби дает нам более тонкое восприятие мира. То есть мы, уже опираясь на свои базовые духовные ценности, через хобби воспринимаем этот мир более ярко, более тонко. Это позволяет нашему опыту и интуиции находить красивые, изящные решения, которые там в традиционном состоянии невозможны. Переходим в сфере карьера и бизнес. Какие перемены нас здесь ожидают? Мы рекомендуем вам к своей карьере относиться как к плановому понятию, потому что если вы планируете свою карьеру, вы можете сфокусироваться на двух вещах. Либо хороший карьерный рост в одной отрасли, либо рост себя как эксперта-профессионала, который территориально известен за пределами своей страны проживания. Это две основные стратегии. Вряд ли в ближайшее время появится что-то новое. Я сейчас в двух словах расскажу, в чем их преимущество и как перемены влияют на вот этот вот запланированный период жизни. Как правило, профессиональный рост мы начинаем в возрасте более 20 лет, когда мы получаем первое профессиональное обучение в вузах, в других учебных заведениях. Первые 2 года уходят на адаптацию, получение более практических навыков. Вот все любят практические навыки. Вот я буду что-то делать и буду полезен. Более мудрые люди понимают, что того багажа базовых теоретических знаний будет достаточно, чтобы освоить любой практический навык, то, что вы делаете руками, то, что вы делаете головой. В колесе жизненного баланса мы рекомендуем один раз, лучше один раз в полгода просчитывать свой самостоятельный бизнес, и просчет своего самостоятельного бизнеса будет вам давать возможность сравнить преимущества наемной работы и преимущества открытия собственного бизнеса. Для людей, которым 20-30 лет, вот эта вот самореализация в собственном бизнесе или в наемной работе может комбинироваться. Это двойной прирост опыта, то есть опыт в собственном бизнесе, опыт в карьере. Он дает возможность оценить, в какой сфере в ближайшем будущем будет перспектива. То есть это может быть профессиональный рост достаточно быстро, если есть куда расти, либо переезд в другую страну, где вы остаетесь в той же самой отрасли, но вы попадаете в другую культурную среду, и у вас могут возникнуть какие-то преимущества, которые вы можете реализовать. Не будем задерживаться на карьере и бизнесе, переходим к следующей сфере. Следующая сфера – это деньги. Сфера денег, она самая стабильная, самая простая, самая понятная для многих, кто интересуется колесом жизненного баланса. В состоянии 0,4 мы можем прогнозировать свой постоянный ежемесячный доход, можем приступить к стадии накопления и обязательно в состоянии 4-8 планируйте рекламу своей экспертизы, своих товаров, услуг, потому что это очень быстрый возврат инвестиций. И, наверное, логично всегда вкладывать в продвижение себя, потому что когда вы вкладываете деньги в чужие проекты, вы продвигаете тот проект, пускай он даже вам чем-то дорог и чем-то ценен. В колесе жизненного баланса мы рекомендуем равномерно использовать возможности примножения денег через посторонние проекты и возможности продвижения себя. Минимум 30% вашего рекламного бюджета или возможности приумножить денег должны тратиться на себя. Если у вас ничего не получится, такое достаточно часто бывает на начальном этапе, вы получите тот опыт
и понимание того, что ваша экспертиза востребована, ваши навыки конкурентно способны, то есть вы получаете внутреннюю уверенность, потратив рекламный бюджет, и я считаю, что это достаточно равноценный обмен. Состояние 8-10 всегда говорит о том, что вы должны быть готовы к тому, что вы можете неожиданно стать руководителем проекта, когда вам доверяют чужие деньги, потому что ваша репутация настолько сильная, настолько хорошая на этом рынке, что вам доверяют рисковый, но в целом достаточно выгодный проект. Можете тщательно взвесить свои шансы. Один раз в таком проекте необходимо поучаствовать для того, чтобы получить опыт. Дальше вы уже принимаете решение, будете вы такие проекты масштабировать или участвовать в них еще раз. Рядом со сферой денег находится сфера личностный рост. В возрасте более 30 лет очень рекомендую воспользоваться возможностями личностного роста, потому что у вас базовые потребности уже решены, вы где-то работаете, где-то уже зарекомендовали себя как достаточно квалифицированный специалист, и личностный рост позволяет вам получать знания из книг, получать знания путем дистанционного обучения, получать знания профессиональные или расширять свой кругозор. А самое главное, нужно после получения теоретических знаний сразу переходить к состоянию 4-8, что-то из этих полученных знаний использовать в своей повседневной жизни, профессиональной жизни, личной жизни. Обязательно новые знания трансформируйте через сферу духовный рост и творчество, то есть формируйте те ценности, которые для вас важны, уточняйте их, делайте какие-то заметки после инсайтов на обучение. Обучение вообще замечательное тем, что на обучении рождаются какие-то инсайты. Да? Ваш предыдущий профессиональный личный опыт, он структурируется, раскладывается по полочкам очень хорошо. Вы понимаете, что из этого опыта можете использовать, монетизировать. И самое главное, то есть в сфере личностного роста нужно не забывать о наставничестве. Наставничество может быть в разных сферах. Это когда вы берете и передаете личные знания людям, которые непосредственно связаны с вашей профессией. Это могут быть и друзья, и знакомые, которым вы передаете какие-то лайфхаки в сфере здорового образа жизни. Это может быть даже ведение какого-то блога, видеоблога, подкаста, когда вы находите новых единомышленников, кому интересен ваш опыт. Чаще всего ведение блога – это источник инсайтов для других людей, которые, послушав вас, приходят к каким-то замечательным озарениям, у них возникает состояние вдохновления. Вы, как наставник, выполнили свою миссию. Это тоже прекрасно, потому что даже на расстоянии вы будете чувствовать, что кто-то вас благодарит за то состояние, которое создало инсайт. То есть наставничество, оно может быть активное, и может быть такое дистанционное. Сфера здоровья и спорт. Нужны ли здесь перемены? Кто должен инициировать перемены? Опять повторюсь, надеюсь, для кого-то это будет, так сказать, решающим шагом. Раз в 10 лет пробуйте новые виды спорта, новые виды каких-то оздоровительных мероприятий. Там мы ищем две вещи. Мы ищем новых единомышленников. Это самое главное, зачем мы идем в новый вид спорта. Второе, мы ищем новые ощущения. Мы приходим уже на какую-то наработанную свою базу. Мы получаем новые навыки, и новые навыки позволяют нам более гармонично формировать свое окружение. У нас сфера здоровья и спорта всегда находится с друзьями, с окружением, поэтому в сфере друзья и окружения у нас появляются новые единомышленники, которые осознанно ведут здоровый образ жизни. Нам с ними легко проводить время, потому что после 30 лет своему здоровью нужно уделять уже регулярное внимание, время. То есть до 30 лет мы держимся на запасе того, что нам оставили родители, то есть мы держимся на наследственности, а в возрасте 30 лет мы уже сами сознательно укрепляем свое здоровье, и это наше решение. Либо использовать ресурсы организма, которые исчерпаемы, либо мы
используем как бы возобновляемую энергетику спорта. Перемены в сфере здоровья и спорта, они всегда должны быть инициированы вами. В этом есть основное преимущество. Вы сами выбираете, чем вы занимаетесь. Второй момент, он менее важный, но тем не менее и играет роль. Перемены в сфере спорта позволяют наш организм сделать более выносливым, потому что несколькими видами спорта можно заниматься одновременно, то есть один день в неделю уделяем одному виду спорта, второй день уделяем второму и третьему виду спорта, и ежедневно делаем, допустим, утреннюю и вечернюю пробежку. Таким образом, мы постоянно находимся в тонусе, в хорошем состоянии. Даже если мы попали в стресс, за счет такой высокой двигательной активности, мы стресс перерабатываем, не оставляем ему шансов подвести нас к эмоциональному выгоранию. Перемены в сфере друзья и окружения связаны с тем, что у нас в сфере друзья и окружения находятся наши дети, родственники, родители, коллеги по работе, соседи и все люди, с которыми мы встречаемся по роду деятельности или с кем мы предпочитаем общаться. Здесь мы в сфере друзья и окружения можем применить все принципы, которые мы применяли в яркости жизни. То есть мы совместно с друзьями, знакомыми планируем свой совместный отдых, совместно с коллегами планируем проекты, какие-то совместные действия, когда вы можете по своей инициативе либо что-то делегировать своим друзьям, знакомым, либо просто, так сказать, сделать что-то дополнительное в этом проекте, продемонстрировав свою профессиональную экспертизу. Это тоже очень важно. Иногда делать что-то лучше, чем заложено, допустим, в техническом задании или в исходном задании, которое есть. То есть творческое начало тоже должно самореализовываться. И мы плавно перешли к тому, что вернулись в сферу отношения и семья. И мы понимаем, что если мы пошли по пути внедрения перемен в нашу жизнь правильно, то есть через яркость жизни, духовный рост, творчество, карьера и бизнес, здесь мы понимаем свои приоритеты, здесь в этих сферах рождаются приоритеты. Здесь мы сохраняем и приумножаем то, что мы имеем, то, что имеем в своем распоряжении. То есть деньги – это сфера реализации наших возможностей. То есть самое главное, что происходит, когда мы изучаем колесо жизненного баланса, мы больше видим возможности, умеем эти возможности реализовывать. То есть деньги – это тот критерий, где мы, используя возможности, или их быстро приумножаем, или медленно приумножаем. Все зависит от выбора вашей стратегии. В сфере личностный рост, основной мотив перемен – это плавный переход в личное наставничество, то есть передача знаний. А передача знаний, она у вас формирует структурирование вашего опыта, и когда вы реально заходите в практическое наставничество, вы понимаете пробелы вашей теории и практики, то есть чего вам не хватает для того, чтобы этому человеку, над которым вы взяли шефство в наставничестве, дать хороший старт или в карьере, или в личном продвижении. Поэтому наставничество – это больше для вас, чтобы вы поняли, как можно структурировать свои знания, поняли, чего вам не хватает, и вы, понимая мотив, чего вам не хватает, можете закрыть вот этот вот раздел недостающие знания, недостающие практические навыки. Сфера здоровья и спорт. Перемены ведут к тому, что у вас запас прочности по выносливости, по здоровью в 2-3 раза растет. Перемены в сфере друзья и окружения говорят о том, это самая трудоемкая задача. У вас вокруг вас формируется нетоксичное окружение, которое в ситуациях, когда вам будет достаточно тяжело, у вас будет большая перегрузка, они вас будут поддерживать. То есть чем больше неприятностей происходит в вашей жизни, тем больше вы можете проверить свое окружение, насколько оно вас будет поддерживать морально, какими-то совместными действиями. Если с вами происходят неприятные вещи, и ваше окружение не оказывает вам поддержку, это еще дополнительный стимул пересмотреть свои жизненные ценности, духовные ценности, и на основании этих духовных ценностей уже выстраивать или перестраивать свой круг ближайшего и дальнего окружения. Перестройка окружения всегда идет через
жизненные ценности. И когда ваше окружение достаточно дружелюбное и не токсичное, тогда в сфере отношения и семья происходят вот те перемены, которые вы планировали. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Я сейчас вот тему семья и отношения попытаюсь рассказать в другом сценарии, отрицательном. Если у нас в сфере отношения и семья во взаимоотношениях с любимым мужчиной, с любимой женщиной, с любимым человеком возникают перемены, пускай они счастливые перемены, доброжелательные, какие-то позитивные, не все из вашего окружения могут эти перемены воспринимать как хорошо, приятно, то есть не высказывают похвалу, не восторгаются и так далее. Тогда у вас возникает такой вот когнитивный диссонанс, когда ваши успехи не радуют ваше ближайшее окружение, и вы задаетесь вопросом, а почему так? У нас в жизни все налаживается, у нас наметились перспективы, окружение нас не поддерживает. Пожалуйста, не удивляйтесь, смотрите на состояние своего окружения. Чаще всего ваше окружение находится в состоянии 0,4, то есть они сами больше нуждаются в своей помощи, и вот эта вот агрессия словесная, вербальная или какие-то другие виды агрессии, связанные с криком о помощи. Здесь не нужно играть роль спасателя, здесь еще раз нужно пройтись по колесу жизненного баланса, по часовой стрелке, понять, чем ваши друзья и окружение с вами схожи, то есть сравните свое колесо жизненного баланса и колесо жизненного баланса того человека, который находится в ближайшем окружении. Поймите для себя, готовы вы с ними коммуницировать в сегодняшнем состоянии. У вас тоже может быть состояние 0,4. Два человека в состоянии 0,4 рождают огромное количество эмоций, но рождают малое количество совместных действий. То есть вы можете вместе попереживать, но ничего совместного у вас не получится. Вы к этому не готовы. Поэтому самое простое и эффективное решение – вырасти по своему состоянию до уровня 4,8, в состоянии 4,8 пересмотреть свое ближайшее окружение, некоторых достаточно легко мотивировать через свои жизненные ценности. Многим необходимо просто разобраться в себе, вы можете оказать небольшую посильную помощь для своего женского сообщества, мужского сообщества. И после вот такой вот небольшой, достаточно нетрудоемкой работы, она по времени, многие спрашивают, сколько времени занимает. Она занимает 3 месяца работы над собой, когда вы уже понимаете, чувствуете свое колесо жизненного баланса. Примерно 1 месяц уходит на колесо жизненного баланса любимого человека, в том числе мы рассматриваем, как ваш любимый человек, любимая женщина, любимый мужчина реагирует на перемены в вашей жизни, то есть вообще как перемены ваши отношения не цементируют, укрепляют, или наоборот вы находитесь на более дальнем эмоциональном контакте. То есть иногда перемены укрепляют ваши отношения, иногда перемены наоборот вносят разногласия. Это тоже очень полезный жизненный опыт, необходимо его пройти, и здесь колесо жизненного баланса больше помогает вам разобраться в себе и понимать, на основе каких жизненных ценностей вы строите отношения со своим любимым человеком, с любимой женщиной, с любимым мужчиной, и всегда, если вам этот человек ценен, вы можете обосновать свою позицию, у вас уже готово свое колесо жизненного баланса, и можете найти точки соприкосновения. Вот так вот перемены цементируют ваши отношения. Почему? Потому что если вы встретились в этой жизни, это уже не случайно, это ваш шанс, это ваша возможность. Пожалуйста, вы строители своего совместного будущего, или, наоборот, получив опыт общения с друг другом, вы понимаете, что вам проще или переформулировать свои цели в этих отношениях, либо искать того человека, кто будет близок вам по духовным ценностям, по вашим амбициозным планам, или будет ли ваш любимый человек, любимая женщина, любимый мужчина тем человеком, который заинтересован в вашем профессиональном личностном подъеме, процветании, и много других факторов. Тем, кто смотрел это видео, обязательно пишите в комментариях, что вам понравилось, что вам не понравилось. Обязательно пишите свои инсайты, что влияет на перемены, какие бывают перемены. Мы только начали изучать путем открытого обсуждения тему перемен.
какие последствия есть у перемен. Мы эту тему перемен будем формировать в отдельные плейлисты. Видео будет выходить регулярно, примерно раз в 3-4 месяца или, условно, раз в квартал. Поэтому ваши предложения ждем с удовольствием в комментариях. Всем, кто смотрел это видео, желаю прекрасного дня, хорошего настроения. Я знаю, что у вас все получится, перемены будут источником вашего хорошего настроения и источником ваших больших перемен в вашей, надеюсь, счастливой и насыщенной жизни. Всем желаю хорошего дня, я в вас верю.